Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня, и сегодня мы будем с вами обозревать Redmi Note 13 Pro Plus. За очень маленький ценник, 300 с лишним долларов, предлагает нам вот такую вот штуку. Какая это штука? Да, вы можете его благополучным образом топить IP68, но магия в том, что даже если вы находитесь на территории Китая, я несколько раз буду повторять это за ролик, при утоплении этого смартфона никто вам возвращать деньги не будет, и смарт менять тоже. То есть, с одной стороны, он сертификацию получил официальную, с другой стороны, она такая себе в плане того, что возможно, если вы его утопите, невозможно, а возвращать вам средства не будут. В целом, смарт данный тест прошел, плюсов у него еще огромное количество, меня безумно радует его дизайн. Смотрим. Redmi Note 13 Pro Plus. Разумеется, это Xiaomi, и это первый смартфон, который я считаю очень-очень классный по дизайну у них получился. Такой вот унисекс, но мне он реально зашел. Если говорить о его особенностях, вы уже видели в названии, что здесь у нас защита от влаги IP68. Вначале вы видели, как я его топил, он не погиб, и это хорошо. Если брать о каких-то его особенностях, здесь, к сожалению, небольшой, но водопад, но, разумеется, здесь есть стерео, в отличие от Honor 90, который на 20 с лишним процентов дороже, у него нет ни защиты от влаги, ни стерео, но мы не будем об этом, правда? Здесь плотность пикселей за 400 ppi, ближе к 400,5 сотням, яркость у него такая же, как у Poco F5 Pro, при том, что почему у меня такая улыбка на лице, не потому что я его буду для вас сравнивать с iPhone 15, разумеется, это интересно всегда, а потому что это реально очень удачный смартфон с точки зрения стоимости и того, что он предлагает. 120 Гц экрана, яркость почти как у Poco F5 Pro, точнее не почти, а такая же. Сброс яркости в играх пусть и в 2 раза, но 400 люксов это более чем достаточно, это вам не 2500 люксов, как в айфоне. И в целом смартфон выглядит дорого, хотя по большому счету, если брать в долларовом эквиваленте, сколько он стоит, это бюджетник. 120 Вт зарядки, чуть-чуть больше 20 минут дает у него скорость заряда, и это нереально круто. И по всем показателям, кроме небольших оплошностей, я бы сказал, что это самый удачный среднебюджетный смартфон 2023 года уже. Я не знаю, как они его назовут, когда он будет Xiaomi-шным, потому что, разумеется, когда мы видим Redmi, дальше будет Xiaomi. Так же, как был K60 Ultra, обзор на который уже был на канале, а потом появился Xiaomi 13T Pro. Обзор тоже уже на канале. Там единственная разница это в модуле камера, по большому счету те же тапки, только в профиль. Но вот здесь также ждем, что Xiaomi сделает, а в целом смотрим. Распаковка. Вес посылки 616 граммов. Поставляется данный смарт в минималистичной белой коробке с названием модели и краткими характеристиками. Упаковка обыкновенная, в комплекте мы имеем ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты, краткое руководство, силиконовый чехол, притом отличного качества, ничего у меня не пахло. Сам смартфон, блок питания на 120 Вт с китайской вилкой, кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес смартфона составляет 200 граммов, а габариты 161 на 74 на 9 миллиметров. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band в 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи, ему личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного, тем более сейчас распродажа одна за другой. Ну а в моем личном телеграме вы всегда сможете скачать исходники тех или иных фотографий со смартфонов, которые я тестировал. Напоминаю, что обзоры каждый день. Смартфонов было много. Перейдем же к смартфону. Полетели. На данный момент в продаже я обнаружил белую, черную и фиолетовую расцветку с вставками из разных цветов. Дизайн смартфона лично мне очень понравился. Выглядит он своеобразно. Рамка из матового пластика, тыльная часть стилизована под кожу. Сборка хорошая, как и качество материалов. Ко всему, смартфон имеет защиту от влаги стандарта IP68. Грани не прямые, смартфон в руке лежит комфортно, пользоваться им удобно даже одной рукой. На корпусе расположена кнопка питания, качель регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и стереодинамики. Качество звучания хорошее, но все равно есть ощущение, что это псевдостерео. Bluetooth кодеков, как всегда, на борту достаточно. К слову, установлен здесь Bluetooth чип версии 5.3, это хорошо. ИК-порт в наличии, а вот мини-джека нет. Вибромотор хороший, не топорный, настраиваемый, за что плюс. Но, к сожалению, супер флагманский его не назвать. Средняк. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED Hoaxing C7 дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей. Экран
Экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus, но, разумеется, защитная пленка сразу же на борту. Экран изогнутый, рамки небольшие. Подбородок есть, но небольшой. Плотность пикселей 446 ppi, яркость до 1800 нит. Максимальная яркость без включенной автояркости здесь у нас 780 люксов, почти как Poco F5 Pro, фактически так же. При прямом попадании света на экран яркости достаточно, запас яркости есть, но не как у топов, разумеется, хотя ее в принципе достаточно. Автояркость работает хорошо, частота обновления экрана максимум 120 Гц с автоматическим режимом. Тест на частоту дискретизации с касания выдал не лучший результат, что я встречал, но и не совсем плохой. Мультитач на борту, экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно, в отличие от айфонов, как будто никто в 6 пальцев не играет, ни у кого нет имитации синтезаторов и всего остального. Ну вы поняли. В общем, Xiaomi молодцы. Always on Display на борту, но только 10-секундный. Это тоже очень странно. Но сделать IP68 и не сделать AOT полноценный Xiaomi, ну зачем? Шим на 100% яркости 10%, на 78,6%, на 46%, на 15,15%, а на нулевой яркости 12%. Результаты неплохие, я бы даже сказал, что учитывая экран, показатели шима хорошие. Опять же, в какое-то время экран подстраивается, то есть что-то вы все равно ловить будете по шиму. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, который расположен низко, и благодаря OnePlus мы знаем, что это на 40% дешевле, чем если бы сканер был наверху, но по большому счету большинство из нас уже привыкли к нему. Можно также разблокировать экран распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, можно завести до 5 отпечатков. Распознавание лица срабатывает корректно, даже под углом, минус за то, что можно завести один и тот же отпечаток пальца несколько раз. Биометрические данные можно зарегистрировать до 2 лиц. Летим дальше. Процессор здесь установлен MediaTek Dimensity 7200 Ultra с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами, максимальная частота которого 2,8 ГГц, графический процессор Mali G610MP4, интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии. У меня смартфон в китайской версии, русского языка на борту нет, но на Али уже практически все есть версии, притом с мультиязыком, которые поддерживают и русский тоже. То есть глобальная прошивка на этом смарте есть, интересно, как он будет называться у Xiaomi, потому что по факту это Redmi. И разница в цене там вообще минимальна. Оперативная память LPDDR5 на выбор 12 или 16 гигабайт. И кто помнит, никаких проблем с гуглами здесь нет, и никак Xiaomi-шные смартфоны не блокировались, в отличие от тех же Realme и OnePlus китайских. Блоков пока не было за всю историю существования Xiaomi. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 256 и 512 гигабайт. Не скажу, что она супер быстрая. Увидите потом по результатам тестов. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. Для 4G бенды 7 и 20 отсутствуют, что, конечно же, огромный минус. У меня смартфон связь ловил неплохо, звучание во время разговора было хорошее, микрофоны и датчик приближения не подводил. Но тем, кто живет на даче далеко очень от больших городов, лучше этот смарт не покупать. Поддержки eSIM, разумеется, нет, это же китайский смартфон, и запись разговора в стоке есть без уведомления собеседника о начале записи. Все как любят. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 1 метра, но это хуже, чем Qualcomm-овские 3, я вам прямо скажу. И смартфон также оснащен модулем NFC. Емкость аккумулятора здесь 5000 мАч. PC-марки устройства выдает результат в 7 часов 28 минут, заряжается от 0 до сотки от родного адаптера питания. Если по-хитрому, когда экран должен быть постоянно погашен, то в среднем 22 минуты. Если без этого, то может быть и 30. Беспроводной зарядки нет. За 1 час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi у меня уходит в среднем 7% заряда. За час игры с одновременным стримингом на Twitch в среднем уходило 24% заряда. На лайв-канале уже есть 2 обзора, посвященные этому смартфону, посмотрите. И еще интересно по поводу зарядки. 1% он набирает за 3 минуты и 17% за 3 минуты у него набегает. То есть заряжается он в принципе очень быстро. Смартфон в играх, кстати, не перегревался, но яркость сбрасывал. При этом играть в целом было комфортно. То есть он выдавал 400 нит, либо по-другому люксов. В отличие от iPhone 15 Pro Max, который выдавал мне 250 люксов. Вот там было уже некомфортно. При 400 люксов большинство смартфона как раз и используют, а не на максимальной яркости, хотя я привык к максималке. MSL подключение смартфон не поддерживает. Перейдем же к тестам. Тротлинг тест я проводил на 100 потоках при 60 минутах и на 100 потоках при 30 минутах. В первый раз смартфон выдал 279 гипсов максимально, 223 в среднем и 194 гипса минимально. Что было во втором тесте на 30 минут, вы также видите на экране. В Geekbench в синглкоре 1137, в мультикоре 2641, 3D Mark Slingshot 7128, так непривычно, что не максимум, да, притом Slingshot Extreme максималка. Wildlife Stress Test 4337, Wildlife 4375, Wildlife Extreme Stress Test 1205, Wildlife Extreme 1206. И особое внимание обращу на то, что смарт показал хорошую стабильность. Не меньше 98% во всех тестах, это
круто. В Antutu же он выдал результат в 712 тысяч попугаев, потратив целых 5% заряда. Это много. Storage-тест показал очень скромные 65 тысяч, что является совсем не лучшим результатом для этого типа памяти. 45-минутный стресс-тест прошел очень плохо. Результаты вы видите на экране. Притом все это он проходил без чехла. Переходим к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и двойной LED-вспышки. Основной сенсор ISOCELL HP3 на 200 мегапикселей с апертурой 1.7. Сверхширик Sony IMX355 на 8 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 120 градусов и макросенсор на 2 мегапикселя. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 4К 30 FPS, 60 FPS недоступны и доступны, скорее всего, и не будут. Процессор не поддерживает. Цифровая стабилизация на борту как и оптическая, но отрабатывала она так себе. Посмотрите обзор одним кадром, быстрый обзор. Я 11 минут рассказывал об этом смартфоне, и автофокус у него шалил, мягко скажем, очень люто. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 60 FPS. Короткие примеры вы сейчас увидите. Ну что, основной модуль 4К 30 FPS, iPhone против Redmi Note 13 Pro Plus. И не надо мне писать про то, что iPhone в 3 раза дороже, потому что он дороже в 2 раза с половиной. И, в принципе, не, ну ладно, на 210% он дороже, не в 2 раза с половиной. Это раз, а два, в этом-то и смысл, чтобы вы увидели, что Xiaomi делают уже довольно неплохие устройства за вменяемые деньги. И я вам скажу, что я не скажу, что он прям сливает в этих условиях обстановки, хотя ощущение лютых фризов есть у Xiaomi. Но все относительно, как говорится. Для этого мы и делаем сравнительные обзоры. Вот это огромнейшая разница в съемке на фронталку. 1080p 60 FPS против 4К 60 FPS на основном модуле. Ага, я все это время ходил вот с черной точкой на носу. Ну отлично, будет обзор смешной зато. На как раз на этого выбеляющего. На Redmi Note 13 Pro Plus. Redmi Note 13 Pro Plus, наверное, потом еще добавят какой-нибудь Ultra Special Edition Victus. Вот. Ну что же, вот сейчас 4К 30 FPS, съемка с iPhone 15 и на Redmi Note 12 Pro у нас потихонечку идет к закату дело. И я не скажу, что прям он ужасно снимает. Я даже скажу, что он неплохо снимает, притом, может быть, в каких-то даже моментах лучше... Нет, не лучше он вытягивает темные участки. Это я выдаю, как это называется, желаемое за действительное, да? Или действительно за желаемое. Если в движении снимать, то вот так. Я сейчас, кстати, еще в 1080p 30 FPS чуть-чуть сниму, но мы помним, да, что если мы покупаем девайс, здесь только 1080p 30 FPS, точнее 4К 30 FPS, вы будете все-таки снимать, скорее всего, в нем. Почему? Потому что кроп делает легче. А жизнь без кропа довольно сложная при монтаже. В целом вот так. Если встали, вы плавно снимать можете. Но напоминаю, что у Яблока есть еще такая штука, да. Можно переходить на ультраширик, притом здесь это делать нельзя в 4К 30 FPS. И это 1080p 60 FPS. И я вам даже скажу, что мне кажется, что почетче снимает Redmi. Хотя с цветами он слегка дурит. Яблоко намного ближе, в разы ближе. И вот так в движении плавненько можно снимать на Redmi и на iPhone. 1080p 60 FPS. Цветочки, кстати, настоящие. А вот так цветы на Redmi не хочет он снимать, вот только на таком расстоянии. Как с цветом работает, все вы сами видите. 1080p 60 FPS. Насчет того, зачем столько видео. Но если вы до этого момента досмотрели, то, наверное, всегда вам стоит задавать этот вопрос себе, а не мне. Зачем вы смотрите столько? Если вы смотрите столько, значит оно вам надо, значит оно мне надо. Роллинг шаттера нет. 4К 30 FPS, ночь, Яблоко и, разумеется, Redmi Note 13 Pro Plus. Насколько хорошо он снимает. Вы видите? И да.
Еще раз повторяю, что все смартфоны я протираю, но тут дело было не в бобине, вы же понимаете, да? Неплохо, неплохо, но идеальным не назвать. Ну что, давно я не ходил в 4К 30 FPS по рынкам. Вот так вы сможете снимать ночью при искусственном освещении на продуктовых точках в 4К 30 FPS на оба этих смарта. И, разумеется, разница более чем ощутима. Хотя, опять же, Xiaomi довольно неплохо выкручивает. За счет этого картинка выглядит сочно. Хотя она, повторяюсь, не так натурально, как на яблоке. Хотя со светом, но я не знаю даже, кто лучше работает. Наверное, яблоко тоже, что естественно. Ну и 4К 30 FPS в ТЦ. Опять же, там секунд 30 вам хватит, чтобы оценить, что при статике, что при динамике, ну, понятно, кто выигрывает. С другой стороны, повторяюсь, стоит ли разница в 2 раза для вас, решать исключительно вам. Потому что, по большому счету, даже Redmi снимает очень даже, по мне, достойно. Хотя, опять же, это смотря как смотреть, и по поводу этого мысли могут быть разные. Ну, посмотрите, по большому счету, и тот, и другой неплохо снимает. Ну, я буду разом лучше. Ну что же, как говорится, мы не ищем легких путей. Мы сравним iPhone 15, который абсолютно по цене не конкурентно способен, с Redmi Note 13 Pro Plus в основном модуле. Апертура 1.6 у Redmi ISO 50. И вы здесь видели, что у Яблоко также апертура 1.6 ISO 50, съемка солнца позади. Смотрим, допустим, как у нас человек получился. Если брать фото человека, я вам скажу, что, может быть, мне даже больше нравится, пусть даже чуть-чуть и размыто, но у Xiaomi. Но если брать людей еще дальше, хотя нет, смотрите, надпись, допустим, на той же коробке или это ведро лучше видна на Xiaomi. Если брать совсем отдаленные объекты в пикселях, то опять же, по мне, Xiaomi лучше справляется. Очень странно, потому что общее ощущение от фотографии, что резкости больше на яблоке, но в целом по деталям я не скажу, что Xiaomi проигрывает, если оно даже местами не выигрывает в этих деталях. Посмотрите, допустим, на это здание позади. Но вот так алгоритмы в каких-то моментах лучше у него отрабатывают. Как говорится, не отходя от кассы, следующая фотография также на пляже. Апертура 1.6 ISO 50, также ISO 50, а апертура 1.6. Если брать фотографию на пляже, тоже ощущение, как будто линза не протерта у Xiaomi, но линза была протерта. И очень странно получается. Ну ладно. Вот так примерно вы сможете фотографировать. Здесь все-таки, мне кажется, лучше проявил себя как раз яблочный девайс. Попробуем рассмотреть человека и бутылки. Да, все-таки порезче, к сожалению, проигрывает. Ну, опять же, по моему мнению. Вот так. Если брать по зелени, с цветами лучше угадал яблочный девайс. Здесь вообще какое-то месиво получилось, кстати, посмотрите по зелени. Так, одно фото фронталки, вот смотрите. Апертура 2.5 ISO 160. Здесь у нас у яблока апертура 1.9 ISO 200. То есть ISO чуть-чуть разное. Притом я вам скажу, что Xiaomi правильно передала цвет рубашки. Рубашка здесь белая. И без вот этого оттенка. Я не понимаю, что вот это за штуки вокруг. Если брать волосы, то лучше вырезала все-таки яблочное устройство. Если брать цвет кожи, то больше угадал iPhone. По детализации то же самое, что неудивительно. Но, опять же, по цвету рубашки, повторяюсь, она вот такая, белая. По небу то же самое, яблоко ближе намного. То есть это был вечер, одна и та же фотография. Ну а сейчас яблоко слева будет, апертура 1.6 ISO 80. В помещении фотография в торговом центре ISO 160, апертура 1.6 у Xiaomi. И у Xiaomi, конечно, все по цветам, я бы сказал, слегка печальненько. Если брать надпись, допустим, Gate, то здесь яблоко лучше справилось. Здесь у нас тоже может быть... Да, яблоко лучше справилось. Здесь можно даже что-то, какие-то буквы отдельные прочитать. И в целом края не замылены. Модули отработали неплохо, но сказать, чтобы вау-эффект
от Xiaomi я не скажу. А вот здесь специально, я не делал никаких специальных неудачных фотографий, но у меня всегда система достал из кармана, сфотографировал и пошел дальше. И посмотрите, как размыл яблочный девайс, почему-то объект, то есть он не успел сфокусироваться вообще ни на чем и сделал такую фотографию. При том, что Xiaomi сделала довольно достойную ночную фотографию. Сейчас приличную подберу, чтобы яблоко тоже справилось, но у него и бывают, видите, огрехи, притом такие серьезные. Если ты идешь куда-то и ты сделал одно фото, это будет печаль. Так, а вот здесь интересно. Здесь у нас уже у Xiaomi какая-то беда, а у яблока все хорошо относительно. Вообще все какое-то мыльное. Здесь у нас тоже чуть-чуть мыльное, но прям чуть-чуть. Говорю, ночные фотографии, это чуть ли не со штативом надо ходить, без разницы, какой у вас смартфон, для того, чтобы все это делать долго и красиво, и, разумеется, перепроверять. Мораль проста у фотографии. И тот, и другой смартфон не справился. Ну и зафиналить все это хотелось бы вечерние фотографии. Справа у нас яблоко, слева у нас Xiaomi. Пам-пам. Я не скажу, что здесь кто-то прям супергерой, потому что посмотрите, как в принципе оба смартфона справились. Справились они плохо. И сказать, что кто-то лучше, что-то кто-то хуже, как минимум некорректно. Но если только брать, допустим, вот эту крышу, у Xiaomi получилось ее чуть-чуть лучше, наверное, передать. Хотя, опять же, в каком месте лучше? Примерно одинаково плохо. Ультраширик 1080p 30 fps. И вот так все, разумеется, без каких-то там автофокусов, как я понимаю. Даже рекламу незачем смотреть. Основной модуль Maximum X 6. И еще один пример фотблогинга. Камера, ощущение, что дышит, но неплохо. И вот, допустим, так яйца будут выглядеть. Насколько реалистично, но я бы сказал, что цвет чуть-чуть, наверное, темнее. С мясом также. Здесь то же самое. Высветляет аппарат чуть-чуть. Чуть-чуть. Ультраширик 1080p 30 fps. С него максимум ночью можно X2 делать. Ну, лучше не делать. И в целом ночью снимать на ультраширик я не советую на этот. Что, в принципе, и ожидалось. 4К 30 fps, ночь, основная камера. Съемка с двух рук, максимально плавно веду. Но вижу легкие фризы, разумеется, много шумов. Неплохо снимает, я ожидал худшего. Потому что, разумеется, кромешная мгла относительно. То есть, видите, луны никакой нету. Но искусственные источники освещения, в принципе, отрабатывают. Давайте посмотрим. Максимум X6. Для ночи, пусть шумов, понятно, море. Но не самая плохая картинка, что я видел. Вот так. И фронталка ночью. Лицо мое подсвечено, позади меня ничего не подсвечено. Ну, еще много всяких примеров увидите фронталки. Просто чтобы были, как говорится. У меня есть ощущение, что здесь есть роллинг шаттер, но, возможно, я не прав. Фронталка отвратная. Стандартный 4К 30 fps, работает кондиционер, и вот так примерно вы сможете записывать то, как вы делаете горячий шоколад в автоматической капсульной кофемашине. Снимает хорошо, то есть здесь никакого доп. Освещения нет. И в целом, ну, чуть-чуть фокус дышит. Но вообще неплохо. Очень даже неплохо. Очень даже достойно. 4К 30 fps. Немного съемки. Вот видите, если против солнца тяжело. Ну, в принципе, все мы, яблоко также отрабатывает. Хотя я не всегда об этом говорю, да? Ну вот, если не помогать, то так сможете снимать. Если подальше держать, то же самое. И ультраширик с той же кружкой. Кстати, днем снимает очень даже достойно. Сейчас смотря как смотреть, как говорится. И пример работы фронталки в лифте. Ну,
Вот так. Неплохо, нехорошо. Как всегда у Xiaomi вообще. 4К 30 FPS. День, к сожалению, на ультраширик не перейти. И вот так вы сможете снимать при рассеянном свете. Еще немного фронталки. И, кстати, при нормальном освещении, не вот таком, а вот таком, все хорошо. Ну что, такого вы еще не видели, 4К 30 FPS, процесс стирки. Кстати, ничего так снимают. Если говорю, особенно если не двигаться, то более чем все достойно. Видео в режиме макро, максимум 720p разрешение. Кому это надо, я не знаю, но кому-то точно надо, если это есть, правильно? И вот так вы можете наблюдать различные предметы вблизи, на расстоянии, наверное, сантиметров 2 от смартфона. Немного магазина, 4К 30 FPS. Холодильники шумят, мясо висит, бутерброды в наличии. Все умножаем на 3 и понимаем, что не все так плохо в этой жизни. Да, это масло. И еще 4К 30 FPS. Хотя уже есть обзор на канале одним кадром, где я снимал так 10 минут в той же локации. Так что переходите туда и смотрите. 1080p 60 FPS. И если на это все смотреть отдельно от сравнения с яблоком, все очень даже неплохо, я вам скажу. X на 1080p 60 FPS. Бесполезен X6. И вот так. В общем, съемка в 200 мегапикселей, к сожалению, подтормаживает, и все смазано. То есть, если фотографировать, то в обычном режиме. Во всяком случае, ночью. Притом без движения. А так, в 4К 30 FPS вы сможете снимать. Хотя, по мне, лучше 1080p 60 FPS. Прямо однозначно, бесповоротно и 100%. Почему? Потому что картинка в разы в лучшую сторону отличается. Несмотря на то, что ночь. 1080p 60 FPS. Вот такие вот сочные штуки. Коктейль выходит, кстати, 60 рублей. На картинке у вас более эпично выглядит, чем в реальной жизни, я вам скажу честно. Особенно по цветам. Ну что же, 4К 30 FPS, съемка с одной руки, так не делаем. Катаем только со шлемом, плюс, разумеется, обе руки на руле, тем более, когда вы съезжаете, вот не знаю, сколько здесь, 35 градусов спуск. И как он снимает ночью, в движении вы видите, фронталку нет смысла проверять, она супер печальная. Днем все плюс-минус неплохо отрабатывают. Вот так в целом вы сможете снимать на данный смартфон в движении ночью. Но, как мне говорят, это абсолютно бесполезно для обзора, но полезно для тех, кто хочет, чтобы у тебя кончились обзоры. Наверное, в каком-то смысле правильно. Поэтому много слишком снимать не буду. Ну что, напоминаю, что обзор одним кадром уже на канале, и это 4К 30 FPS, но в обзоре одним кадром я ходил на улице, притом с довольно противным светом, и в камеру бил этот свет на пляже, и она умирала. То есть у нее прям дышал этот бедный автофокус, было все плохо. Если посмотреть, как он срабатывает в лифте, то кажется все довольно неплохо. И я с этим, в принципе, абсолютно бесконечно солидарен. Да, я выгляжу помятым, потому что я должен выглядеть помятым. И в целом он неплохо передает картинку. Еще учитывая, что здесь освещение не очень. Ну и микрофоны, опять же, в быстром обзоре посмотрите на лайв-канале одним кадром 10 минут. Они по мне отрабатывают очень достойно, учитывая, опять же, что там было прям безумно шумно. Ну а как в лифте, какой звук, вы и так без меня прекрасно знаете. Ну и фронталкой в лифте все финалем, как говорится, 1080p 60 FPS. И я не знаю, при каком ракурсе это все лучше будет видно. Но вообще, в целом, оно состояние передает. Но, мне кажется, картинка максимально несмотрибельна. Хотя, с другой стороны, а что было лучше за эти деньги по фронталке? Именно в лифте. Honor 4К, но не знаю. Все в шумах всегда. Почти. Кроме как у флагманов.
но не у Xiaomi. У Xiaomi фронталки и похуже, и флагманов бывают, чем это. Здесь хотя бы 60 FPS есть. Минусы: нет 20 и 7 бенда, старенький USB Type-C разъем, нет гарантии на IP68 и урезанная от это вообще что-то с чем-то. Почему они выпилили мини-джек, понятно, но кто-то же с мини-джеком у нас делает защиту от влаги. Плюс могли бы уже, как и третий эшелон, запихивать за эти $5 беспроводную зарядку, пусть даже на какие-нибудь 10 Вт, если они уже IP-шку запихивают. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она радует при любом курсе, я вам прямым текстом скажу. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем, кто посмотрел ролик, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Если еще комментарий поставили с колокольчиком, двойное вам спасибо. Ну и финализировать я бы хотел на основной модуль самого смартфона. Если говорить о Redmi Note 13 Pro Plus, то смарт вышел более чем удачный. В рублевом эквиваленте, что в долларовом, выглядит он адекватно на фоне конкурентов, потому что, повторяю, что в отличие от конкурентов, которая дороже, у него есть и защита от влаги, и русский язык, да, у него нет бендов, вопросов нет. Если вы путешествуете за городом, то, возможно, это будет для вас проблемой. Если же вы живете в городе и не особо путешествуете между городов и не тусите на даче, то, по большому счету, смарт великолепен. Но даже в этом случае вы можете просто спокойно подождать, когда выйдет все это дело в названии не Redmi Note 13 Pro Plus, а какой-нибудь Xiaomi Note 13 Pro Plus, и еще добавят 5G, чтобы мы вообще очумели от нейминга. И будет он хорош. Вопрос цены: если они оставят тот же ценник, то это супер. Если вам нужна защита от влаги, то это ваш смарт. Если вам нужны игры, то это не ваш смарт. Почему? Потому что просадка FPS в PUBG даже без стриминга на Твиче довольно приличная. То есть, если ты ставишь 90 FPS, жди, что ты будешь играть на 70 FPS. В лучшем случае. Если говорить о запасе мощности, ее никакой нет. То есть 700 тысяч баллов в Antutu это мало. Если говорить про камеру, но она также желтит, и вы это видите и сейчас, и на лайв-канале, и в примерах видели. Если говорить про фото, то я надеюсь, что все допилят. В общем, в среднем, за счет чего они вытягивают мою улыбку, и вашу, я думаю, тоже, почему их можно рекомендовать. Защита от влаги однозначно, и топовый экран однозначно. Если бы был еще поадекватнее процессор, был бы другой ценник. Соответственно, делаем вывод какой. Я однозначно его рекомендую для вас, если вы знаете, что вы хотите. Девайсу от меня бесконечное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, мой личный телеграм-канал и канал взаимопомощи. Еще раз огромное спасибо за просмотр.